Приветствую вас, друзья! Продолжаем наше исследование, наше погружение в глубины познания истины. Итак, мы прослушали о том, что сознание наше погружается в минеральный мир. Это как первая ступень проявления духа в материи. С одной стороны, да, мы помним о том, что как бы сознание понемножку начинает закрываться от божественного мира. С другой стороны, у него понемножку формируется осознанность за счет того, что оно обретает некие границы. И даже в древних иудейских знаниях, Каббале, рассказывается о том, что наше привычное чтение Библии, о том, что есть Адам, есть Ева, и вот Адам там описывается, это как бы информация у них для посвященных трактуется, как это единая мировая душа, из которой пришли все существа, в том числе и мы с вами, которые смотрим это видео. И вот эта единая мировая душа, все эти частички были в единстве, в состоянии блаженства, вечности, в состоянии божественном, но они не осознавали своей индивидуальности. Они не имели возможности сознательно взаимодействовать друг с другом из-за того, что они просто этого не понимали. И вот это сознание первично нисходит в материю, а именно в материальный мир. Этот процесс, как мы говорили, происходит поступательно, чтобы для сознания этого не было шоком. Оно не сможет сразу воплотиться в человеческой форме, а этот процесс идет поступательно. Он проявляется в камнях, в минеральном мире и плавно-плавно учится просто быть в минеральном мире. При этом начинается формироваться вокруг этого сознания некая эфирная структура, эфирная оболочка, эфирное тело. Оно и есть первым барьером, который отделяет это сознание от божественного, но одновременно оно является как и барьером, который отделяет это сознание от божественного. С другой стороны, по мере дальнейшего развития, мы об этом будем говорить позже, оно становится как бы инструментом выражения этого сознания на всех уровнях созидания, на всех уровнях бытия, как конечная точка в мире материальном. И вот есть такие места силы разные, да, в мире. Это горы Тибета, это Кайлас, это много-много таких на самом деле мест на планете, где это сознание, которое пребывает в этом минеральном мире, в этих горах, оно проявляется через божественные вибрации, выражает их вокруг себя, формируя это духовное поле. И когда человек приходит в эти места, он имеет возможность активировать свой потенциал, вспомнить. В высшей форме своего уже становления духовного человеку не нужны эти вспомогательные средства, потому что он сам обретает это тождество. Но пока человек движется к этому, это для него становится хорошей помощью и фундаментом. Вот мы с Академией духовной трансформации человека очень часто в Украине посещали места силы в Карпатах. Это писанный камень. И этот писанный камень, он как раз и имел эту способность проводить это духовные вибрации, духовное состояние в материальный мир. И, естественно, все, кто туда приходил, могли этим получить эту возможность для того, чтобы активизировать свой потенциал и почиститься. Высшей степенью, то есть мы говорили о том, что каждый из миров, в том числе и минеральным, он не
однослойный, он как бы тоже многослойный. У него тоже есть своя иерархия, своя эволюция. И в высшей степени это сознание формируется уже в драгоценных камнях. То есть, если изначально гора это вот такая большой объем этого сознания божественного, то в драгоценном камне в результате давления там и так далее, но мы помним о том, что сознание первично, то есть когда сознание это уже дозревает до определенной точки, в материи формируется как под давлением некий сгусток проявления минерального мира, формируется драгоценный камень. И большинство драгоценных камней, вот, особенно там бриллианты, сапфиры там, и так далее, они проводят очень сильное духовное поле. Их ценность именно не в том, что они именно там блестяшки какие-то или какие-то просто украшения. Изначально в древние времена, еще, я знаю, это с веданты, с индийской культуры, мудрецы, там, обладая этим знанием, они понимали, что камень это драгоценный, который уже имеет свою индивидуальность, он может человеку помочь активизировать определенные качества внутри, определенные свойства. Итак, мудрецы для правителей, для того, чтобы правитель нес большую ответственность, они подбирали специальные камни, которые конкретно подходили для этого человека. И они активизировали в нем эти способности, тех, которых как бы не хватало, которые находились еще в процессе развития. Но они делали это когда? Когда было трудное время в государстве, и правителю нужна была помощь. Во время войны, когда нужно активизировать качество лидерства, качество дипломатии, каждый камень имел свою особенность. Но далее это знание понемножку теряло свою актуальность, и люди, видя, что вот правитель ходит там с драгоценными камнями, воспринимали это как символ власти, символ какого-то положения. Ну и дальше вы уже сами понимаете, это превратилось просто в какие-то украшения, забывая о сути этого самого камня. Но у нас это видео практическое, это мы немножко поговорили. И сейчас мы перейдем к практическому моменту, чтобы вы сами на своем опыте, чтобы я не был как бы просто на словах. Это я говорил о том, что у нас на этом курсе все поймут и разберутся во всех вопросах, связанных с творением человека и о глубокой причинности, откуда он пришел и куда он идет. И в этом нам поможет два простых камешка таких. Я их давным-давно приобрел как раз для такого примера. Мы возьмем сначала вот этот вот камень. Вот он. И с помощью практики чувствознания сейчас мы все проведем это уже в свой действенный опыт. Напоминаю о том, что мужчины левая рука у них для восприятия вибраций, у женщин правая рука. Перед самой практикой главное для того, чтобы все получилось, успокоиться, привести себя в баланс, помолиться можно, помедитировать. Кто к какому направлению уже там зависит, есть разные инструменты привести себя в духовное качество. Чем чище у нас сознание, тем проще нам будет это делать. Итак, мы сели, успокоились, настроились. Ручка наша свободна, открыта, как перышко. Своим сознанием мы
устремляемся, смотрим на камень, а ручкой нашей, как локатор такой, который воспринимает отражение нашего взаимодействия, воспринимаем вибрации этого камня. И сейчас мы попросим нашего оператора направить камеру сюда, на камень. Направили наше сознание и ручкой воспринимаем, что же отражается на нашей руке. Хорошо, как бы играем с этим отражением, как бы играем с пространством, слушаем. Кому нужно дополнительно время, ставим на паузу просто видео и настраиваемся на сам камень. Можно протереть ручки хорошо, как бы снять с них наложения определенные энергетические. Можно ручкой провести так условно по камню, снять наложение с него. Ну и пока достаточно. И я немножко расскажу о своем опыте. Значит, что я услышал? Вы себе запишите перед тем, как, чтобы не было это, знаете, как каким-то, кто-то скажет, какое-то внушение, какой-то гипноз. Вы запишите себе, что вы слышали. На самом деле не все сразу способны это услышать, но все способны это услышать уже в процессе того, как будет развиваться, идти в этом направлении. Но большинство услышат, потому что сам курс на это направлен, чтобы вы практически почувствовали этот опыт. Значит, что я услышал? При взаимодействии, соприкосновении с этим камнем я слышу активацию легкого такого касания прохладного по кончикам пальцев, которое плавно-плавно проникает вот сюда. Если помните, в предыдущих видео советую обязательно посмотреть. А кто не смотрел, под этим видео будет ссылка на обучение практике чувствознания. Обязательно рекомендую просмотреть этот курс по практике чувствознания, чтобы вы понимали, что мы вообще делаем и для чего. Итак, а дальше этот поток проникает, и вот здесь начинает как бы взаимодействовать, растворять, проводить духовные вибрации на этом уровне. Напоминаю, мы говорили о том, что это уровень ментальный. И действительно, этот камень, это камень топаз, по-моему, да, топаз. На самом деле он стоит совершенно недорого. Я его купил что-то за там несколько десятков долларов. То есть я точно не помню, не хочу выдумывать. Ну, по-моему, не больше, чем 20 или 30 долларов, что-то такое. И он уже имеет свою определенную индивидуальность. Эта индивидуальность заключается в том, что он хорошо взаимодействует с ментальным телом. Ментальное наше тело, это становится первым таким барьером, первой причиной отделения нас от Бога для человека. Мы потом это разберем позже, мы плавно к этому подходим. И я не просто так подобрал этот камень, потому что он как раз во время практики, когда вы на него настраиваетесь, он уже начинает взаимодействовать, потому что ваше сознание соединяется с его сознанием, а его сознание не закрыто все этой мишурой, которая уже нацепил на себя человек, и автоматически ваше сознание подтягивается до его уровня, и он начинает
очищать ваше ментальное тело и взаимодействовать таким образом уже с вашим духом. Другой камень, я его покажу. Кто захочет, в принципе, может его исследовать. Мы сейчас это уже делать не будем. Это гранат. Тоже абсолютно недорогой камень. Вот пусть оператор на секундочку направит. Кто захочет его посмотрит. Все достаточно. Я думаю, кто захочет, просто на паузу поставит и исследует. А вот гранат уже взаимодействует с чувственным телом, с астральным. Он хорошо для женщин, особенно для женщины, которые часто входят в эмоциональную какую-то реакцию, эмоциональную нестабильность, потому что он как буфер такой, как барьер, который гасит эти порывы. По своему состоянию вот этот камень где-то проводит около 50% духовных вибраций. То есть это достаточно хороший уровень. Я вам скажу, большая редкость встретить человека, который проводит 50% духовных вибраций. Это один там человек на тысячи вокруг, кого вы можете встретить, к сожалению. Но мы направлены к тому, чтобы таких стало намного больше, а в конечном итоге все. И превзошли даже этот уровень. Этот камень где-то около 30-35, насколько я его слушал. Что тоже, в принципе, хорошо. И для определенной защиты тоже очень даже хорошо он служит. Прошу обратить ваше внимание на то, что вот не все камни проводят такое состояние, но этот камень по своим качествам не уступает даже многим бриллиантам, которые стоят там какие-то там десятки тысяч долларов. А этот вот, пожалуйста, стоит там $10, но проводит это качество. Но это надо уметь его еще прочувствовать, подобрать. Вы уже имеете. Это подтверждение того, о чем мы говорили. Это высшая степень, скажем так, формирования сознания в минеральном мире. И следующая ступень для этого сознания будет плавное погружение. С одной стороны, он уже будет переходить в мир растительной эволюции этого сознания на следующем, скажем, цикле развития. И у него будет формироваться уже не просто эфирная оболочка, а будет начинать формироваться астрально-чувственная оболочка уже по факту воплощения в растительном мире. На этом, я думаю, достаточно. Это все мы достаточно глубоко это разобрали. И дальше продолжим наше путешествие в следующих видео. Благодарю вас, друзья.